Йоу, чуваки, всем привет! Вы находитесь на канале Stress Bike Shop, и сегодня мы проедем по маршруту Волчья стая 3. Я собрал почти всю команду. Игорь, Макс, Игорь, Олег 44. У него, кстати, в инстаграме много интересных пруфов и разработок. Подписывайтесь. Владос, Русик, Тёмик, Петя и, конечно же, Сашка Акцент. Сейчас мы раскатим на первом споте и поедем дальше, поэтому погнали. Let's go! Погнали. Чуваки, это по сути мультиспот, и первый спот на этом споте, так скажем, это... Держите, Петян, это хорош. Короче, парни, это первая вариация на этом споте, это кинковый рейл вниз, можно делать фиблы, можно делать рейл-хоп туда. Также по левую руку от меня есть просто рейл, в котором тоже можно проскользить и дропнуть плоскач. Для тех, кто переживает, что под одну сторону, нет, парни, смотрим, тут такой же спот, просто зеркальный. Чисто для тех, кто переживает. Тоже кинковый рейл вниз, справа у нас есть рейл и рейл-хоп. Дальше вам расскажет... Короче, ладно. Как Акцент в подкасте рассказывал про какой-то таинственный рейлрайд на гэп в траву, я вот его увидел своими глазами. И это просто полное мясо, в общем. Рейл, он достаточно широкий и пролет в траву. Если кто сделает, пятнашка вам обеспечена, ребят. Это полное мясо. Не знаю, буду пробовать или нет, посмотрим по настроению, но у всех есть шанс. Чуваки, мы забыли сказать, что наш контест поддерживает Vans. Они на протяжении всего контеста будут следить за пацанами, а в конце наградят самых крутых, как они нам сообщили, самых креативных или за самые большие трюки. Поэтому, чуваки, гасите на полную. Vans также вас наградит за это. Респект. Самое важное. Для вармапа нормально. Оставлю все самое лучшее для Волчьей стаи. Что, мне сейчас все трюки, что ли, делать, чуваки? О, видишь, поддерживайте. Короче, парни, это был первый спот. Встретимся на следующем споте. И, чуваки, второй спот Волчьей стаи — это две рейлы под левую и правую сторону. Не забываем, ни про кого не забываем, короче. Среднего наклона, в конце приятный уезд. Я думаю, тут будет реально разрыв. Пойдемте поднимемся наверх, покажу еще, какой там есть прикол. Может, кто-то захочет сделать. Погнали. Ну вот, тут комфортный подъезд под правую и левую сторону. Но у правых есть такой микрогэпчик. Самый отвязный чувак сделает дабл на дабл. Если это ты, напиши в комментариях. А возможно, не дабл на дабл, возможно, кто-то возьмет рейл-райд, но это просто какой-то будет бешеный чувак, реально. И я думаю, мы за это дадим минимум 10 тысяч, если кто-то сделает рейл-райд на дабл-пэк. А так, под левую сторону, кто-то может начать оттуда и просто разогнаться на этой рейле со скоростью света и в конце вылететь с баром, с випом, с хард-трешкой, а может быть удивит нас вообще каким-то другим трюком, который я только что не назвал. Я думаю, будет мясо. Мы поехали дальше на третий спот. Погнали. В общем, едем мы по маршруту и наткнулись на вот такой вот спот. Не факт, что он будет в нашем маршруте, но если мы решим здесь покататься, какие-то чуваки захотят что-то сделать, например, апрейл, то почему бы нет? Рейлы очень крутые, не очень длинные, высокие, конечно, но заслуживают внимания, мне кажется. И мы думаем, что трюки будут круто с них смотреться. И вообще посмотрим по обстановке. Если будет мало машин, мало людей, то, я думаю, остановимся здесь и что-нибудь снимем по-любому. Давай!
Ну, чуваки, в подъезде кто такой чуть-чуть некомфортненький, а так, в принципе, рейл норм. Высота, типа, чуть-чуть может быть высокая. Ну, а так, меня сейчас просто вот так вот колошматило, и я что-то прыгнул, как будто в норку попал, в ямку, и, типа, не смог выпрыгнуть нормально. Но в целом все норм, едем дальше, типа. Над спотом подумаем. Вот мы приехали на следующий спот. Этот спот подходит для тех, кто любит техно-гринды. Можно делать фибл, на мэнл, еще на что-нибудь там, на барчик. Вот такие вот дела. Ну, после большого спота небольшой передых будет здесь на техно-гранях этих. Сразу хочется отметить важный организационный момент. Я думаю, будет большая толпа людей, а спот довольно узкий, как вы видите. И, наверное, стоит зрителям, тем, кто не будет кататься, больше переместиться на правую сторону, получается, наверное, для вас. Вот на эту, короче говоря. На траву и на площадь в конце, чтобы дать ребятам нормально кататься. Давайте друг друга уважать на контесте и как бы никому не мешать. Всем респект. Я поехал на вторую грань и забыл, что я хотел не делать. Ребят, не совершайте наших ошибок, катайтесь в защите. Дрочь! Итак, мы на следующем споте. Это такой небольшой гараж. Всего 2,5 метра. В общем, прыгать будете в резинку. Трюки мы вам засчитаем, хоть это резинка. Вот. Легкий заход. Отличный подъезд. Большой гэп. Супер. Ждем всех. Чисто блогер, блядь. Короче говоря, это не совсем обычный спот. После этого спота нас ждет еще один переезд до следующего. Поэтому мы решили сделать здесь небольшой пит-стоп. Здесь рядом есть магазин Магнит и еще какой-то там. Там вы можете себе купить попить, еды, там все, что нужно. Поэтому мы здесь будем довольно долго. И я прошу вас всех не вандалить здесь, не устраивать никакого беспредела, чтобы нас отсюда не прогнали, и мы все успели поесть, покататься, поснимать и все такое. Всем респект. Мусор обязательно с собой убирайте, ребят, тоже. Давайте, короче, друг друга уважать, место, где мы находимся, и вообще будем, короче, культурными людьми. Да, потом так, и вот так. Йоу, чуваки, мы приехали на район Аксена, вот перила у меня за спиной, они под обе стойки, под левую и под правую, сверху они не очень высокие на запрыг, и уезд в принципе есть, поэтому тут будет кайфово. Что, дам пару комментариев по этому споту, выделю то, что заезды, очень низкий запрыг на рейл, что даст возможность сделать какие-то более сложные вариации трюков, например, рейл-райд, например, я вот, может быть, попробую, потому что заход супер маленький, сход высокий, ну типа это очень круто. Плюс задумал тут еще один трючок, не буду пока рассказывать. Нашел вроде бы идеальный спот для себя, надеюсь, что на Волчьей, короче, я это сделаю. Поэтому, чуваки, всех ждем, блин, охеренные споты, нужно закрывать скорее, 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 скорее! Короче, парни, с этим спотом разобрались. Такие две рейлы под обе стороны. Снег меня подкалывает, что я не умею даблпэк, поэтому я сейчас сделаю даблпэк. Погнали. Петя не умеет даблпэк, сука, крыс. На камеру меня не подкалывал, ладно. Он просто сейчас возьмет и ой, тяжело, у меня нет хабгарда, у меня спицы. В историю, выпуск, потому что, чтобы поняли, какой Петя крутой чувак. Да давай натрем, давай натрем. Отмазки начинаются, ну это типичный Петр Джексон.
Петян, давай, ты лучше. Лучше всех. Ну она реально не едет, вы видели? Она нормально едет. Надо полететь. Чё, надо добирать, или Петя реально очкушник? Надо добирать, реально. Все, он реально полетел, что он отмазывает? переклонился сразу. Чуваки, она не поехала. Она поехала. Ты сразу Дайте я еще нормально поднатру рыл. чуть-чуть. Движение оговол. Кей, вообще офигенный. Давай, Петян. Петян, пару слов туда-сюда. Ну что, давно не скользил, баланс потерял на период. Я думаю, правильно сказать, что ты не умеешь даблбэк, понимаешь? дальше. Все Какой поняли там примерно, навык? что Ты за спорт. делаешь только флипы, и тебе... А, это не ты делаешь флипы, ты можешь только кикер подпирать, получается. Каждому свое. Все ноги же отбил, тупой перилы. Переклоняешься. Я думал вообще сходить, просто я наклонил. Все делаю. Забей, Петь, да ну, да Все, с этой возьмем. Да забей. Мы сейчас найдем кикер, подопрешь, мы снимем, на 10 лямов залетишь. Да ладно, не надо, все, мы все понимаем, он другого уровня ягода реально. Санек потом возьмет байк, кинет и на лям тоже залетит. Почти доехал. Уже подними колесо. Я понимаю, Олег, но я не скользил 10 тысяч лет. Все. Ну, типа с рождения. Ладно, он гэпает за это время. Да, у меня другая Вот это да! Петя доказал реально, что он профессиональный BMX Street Rider, может прыгать на такие перилы даблпэгом. Красавчик, идем, берем интервью у него. Молодец. Пару слов на камеру. Я хуял, что с первого раза, блин. Да, с первого раза реально тебя. Короче, просто Оксан забайтил меня, урод. Теперь я тебя забачу, Санек, жди. Ну, Петян реально красавчик, ответил за слова. Короче, чуваки, я сниму видос, где я скольжу, реально увидите. Вообще все. Таня, он жестко скользит, он все берет. Все трюки, я видел. И Он такой круги, да, реально. такой там круги-то он, круги, ну, только прям он умеет. все умеет. Вы увидите это. Ждите, ребята, на канале СБС выйдет Петя Grind Day. Ни на что. Ни на что Короче, не что-то я умею на намекаю, ни перилах, что не такой же я намекаю. лох, все. Итак, ребят, мы уехали с желтых рейл, который закрыл Петя, который в дальнейшем закроете вы по полной. Приехали на такой плоскач, тут много места, и здесь будет устроен джем от Skeleton Bike Shop, кикер джем, так называемый. Тут будет 3 номинации, это самый длинный банихоп, самая длинная ванетти и самая длинная 360. Также отдельно раздадут кэш за самые креативные трюки. Не можем показать, к сожалению, какой будет кикер, ну или, возможно, здесь появится фотка, но это не точно. Вот, поэтому все увидите на контесте, будьте готовы, просто тренируйте баник, трехи, ванетти, а также всякий креатив. А мы едем дальше. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 8 ступенек средней длины. Это следующий спот. Плюс у нас 2 рейла идентичных. Под левую и под правую стойку. Поэтому, парни, здесь мы немножко покатаемся, расслабимся, пойдем трючки. Может, какие-то фулкапчики, может, какие-то техно-скольжения, чтобы полегче было. Это следующий спот. И Влад Глазовский сейчас покажет нам пару трюков. Да, Влад? Да! Я долетел вообще? Петя, ну ты красавчик. Ну, короче, парни, можно даже такие трючки делать, за них тоже награждают. Поэтому не стесняемся, пробуем все. Ну, желательно делать отсюда трак, ОПДС, ОПВИП,
540, half cup, full cup, Ванетти VIP, инверт. Пятеру за Ванетти VIP. И за 360 инверт еще пятеру. 5 cup, full cup. Full cup инверт пятеру. Все, пограчь. Нет, ну, значит, фулкап-бар нормально. 5 cup бар тоже пятеру. 5-кап-бар. Все по пятеру. А просто за пятерку. 500 рублей. Вообще хорошо, красавчик. Че, я 3 просто делаю на задней и походу сосок оторвал. Вот, блядь, теперь до следующего спота едем. на сторону соска, и он дернулся. Это бывает такое. Соски не такие, блин. Соски. Владик пробился, делая треху, ему оторвался сосок на камере, что важно. И мы едем на следующий спот, который будет заключительным на Волчьей стае. Это большой сет ступенек. И напоследок мы приготовили для вас восхитительные 13. И напоследок мы приготовили вам прекрасные 13 ступеней и грани по две стороны. Левая и правая. Ну ладно, оставим так. Ну вот мы проехали маршрут Волчья стая 3. Протяженность его составила 17 километров, ни много ни мало. 9 спотов было изначально, плюс несколько мы еще нашли. Все споты жесткие, серьезные. Будет просто, я не знаю, невероятная жара, мне кажется. Всех вас там ждем. Приезжайте, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Все, до встречи на Волчьей стае 3.